Приветствую всех, друзья! Перед началом хочу познакомить вас с курсом по Vue.js. В этом курсе мы с вами познакомимся с фреймворком Vue с нуля до профессионального уровня. Также познакомимся с технологией API, либо же, как многие говорят, API. Разберем в этом курсе технологию REST. В принципе, по технологии REST мы будем практически все в этом курсе разрабатывать. И технология REST является самой востребовательной на рынке веба. Ну и также познакомимся с технологией GraphQL помимо REST. Также этот курс будет основан максимально на практике. Мы напишем с вами 7 выпускных проектов, потому что именно на практике как раз таки идет реальное изучение, так как на теории далеко не уедешь, и как раз таки теорию нужно всегда закреплять практикой. Поэтому в этом курсе мы с вами как раз таки будем максимально много работать с API, работать с технологией REST, с GraphQL, и также познакомимся в этом курсе с Nuxt, потому что Nuxt является лучшей связкой для Single Page Application вместе с Vue. Ссылка на этот курс будет в описании, он стартует 10 апреля, но уже сейчас есть предварительная запись. Ну а в этом видео мы с вами будем разбираться с Vue.js, будем разбираться с тем, как подключать Vue.js Webpack, также как регистрировать компоненты, как использовать Vue.js в верстке, как использовать полноценно, как фреймворк в Single Page Application. Также разберемся с тем, как подключать какие-либо плагины и какие-либо библиотеки, на примере как раз таки Vuex. Потому что в принципе, разобравшись с Vuex, можно будет подключить все что угодно, любую библиотеку и любой плагин. Также после просмотра этого видео, я думаю, если вы уже писали либо же до сих пор пишете на jQuery, то скорее всего jQuery вы уже использовать не будете, потому что на Vue.js разрабатывать гораздо легче, нежели чем на jQuery, и гораздо удобнее. Более того, намного производительней. Также, если вы до сих пор пишете на jQuery, то я скину статью, ссылка будет точно так же под видео. В этой статье как раз таки есть огромное количество примеров на jQuery и ниже точно такой же пример на Vue.js. То есть эта статья как раз таки вам сможет помочь перейти с jQuery на Vue.js. Поэтому на таких каких-то моментах мы останавливаться не будем, мы будем останавливаться именно на подключении Vue.js и дальнейшей работы с компонентами. Также весь исходный код на GitHub, ссылку тоже оставлю в описании. Ну и давайте начинать. Первое, что нужно сделать, это установить Vue.js. Мы его установили в самом первом видео, но если вы этого не сделали, тогда вы можете открыть терминал и прописать npm install vue-save. Вы также это можете прописать, если у вас уже установлено Vue.js, для того, чтобы эта Vue обновилась до последней версии. В данном случае последняя версия 2.6.8. Последняя версия необходима для того, чтобы Vue.js нормально взаимодействовал с VueLoader, потому что в дальнейшем мы с вами будем подключать VueLoader. Теперь давайте перейдем в сборку, запустим npm run dev, наш ярлык, для того, чтобы у нас открылась наша страница с веб-паком. И как только вы установили Vue.js, все, что нужно будет сделать, это подключить его через Window. То есть Window View require View. Далее все, что нам нужно будет сделать, это обратиться к View. То есть если здесь мы View подвешиваем на Window, то далее мы к ней обращаемся. Дальше нам нужно будет зарегистрировать компонент, поскольку мы в этом видео будем работать с компонентами. Далее первым параметром мы передаем название компонента. В данном случае мы напишем example component. Вторым параметром нам нужно сделать require нашего компонента, который мы будем подключать. В данном случае мы с вами будем использовать папку components. В components мы создадим новый компонент, который назовем example.view. Единственное example.view. Здесь у нас в этом компоненте будет template, у нас будет точно так же скрипт, и у нас будет... Хотя давайте, поскольку мы уже с вами пишем в SCSS, то здесь мы будем точно так же писать в SCSS scope. И давайте в example компонент скопируем нашу секцию и вставим ее в template. И здесь уже раскрасим h1, напишем color red, сохраним. И далее все, что нам нужно сделать, это как раз таки прописать путь до нашего компонента. Example.view. Также мы должны указать то, что мы этот компонент вызываем по дефолту. Если мы это дело сохраним, то у нас, понятное дело, выйдет ошибка. И Webpack нам говорит о том, что он пока что не понимает, что это за темплейт, и вообще он не понимает расширение .view.
Поэтому мы должны задать в нашем build, в нашем конфигурации, точнее в нашей конфигурации веб-пака как раз таки новый обработчик. Обработчик на Vue.js. Поэтому давайте скопируем наш стандартный обработчик на JavaScript, вставим его и заменим расширение JS на Vue. Также удалим exclude. И единственное, что нам нужно будет сделать, это, конечно же, поменять наш loader. Loader у нас будет Vue loader. Также мы должны прописать некие options. То есть зачем мы прописываем эти options? На самом деле по причине того, что мы хотим в style использовать именно SCSS. Для этого мы прописываем options. Далее точно так же передаем новый loader. Loader мы передаем на SCSS. Здесь мы с вами напишем все достаточно просто. Vue style loader. Далее мы укажем CSS loader, поскольку после Vue.js мы должны обработать все CSS лодером, а далее мы должны все обработать через Sass лодер. Большинство из этих лодеров у нас уже установлены. Ну, по крайней мере, кроме Vue лодера, у нас они уже установлены, потому что мы уже с вами обрабатывали SCSS. Поэтому единственное, что нам нужно установить, это Vue loader и Vue style loader. Ну и давайте это все установим. Единственное, то есть если в примере, когда мы подключали с вами Vue.js, то здесь я открыл новый bash, далее в нем прописал npm install vue --save, то в данном случае нам уже не нужно останавливать Webpack Dev Server, устанавливать какой-то пакет, далее объявлять его, потом по новой запускать. То есть с такими библиотеками нам не нужно перезапускать Webpack Dev Server. А вот когда мы копаемся в настройках Webpack в плане конфигурации, то в данном случае нам уже Webpack Dev Server перезапускать нужно. Поэтому давайте его остановим. Далее пропишем точно так же npm install vue style loader. Также нам нужен Vue loader. В случае, если у вас не установлен CSS loader и Sass loader, то вы можете точно так же здесь дописать. Проверить, установлены ли они или нет, можно как раз таки в package.json. Также, поскольку мы с вами будем использовать темплейты, то есть вот такого вот формата, то нам нужен дополнительный пакет, который называется Vue Template Compiler. То есть как раз таки компилятор для наших темплейтов, чтобы Webpack понимал то, что мы работаем в темплейтах. Далее мы все это кинем в Save Dev и нажмем Enter. Итак, у нас все пакеты с вами установились. Давайте перейдем в package.json. Вот они наши как раз таки пакеты. Vue Loader, Vue Style Loader, Vue Template Compiler. Далее мы должны будем перейти в файл конфигурации Webpack и сделать еще кое-какую деталь. То есть здесь нам нужно объявить новую константу с нашим плагином. Плагин у нас будет идти Vue Loader плагин. Также этот плагин мы можем поместить в объект, поскольку, возможно, в будущем пригодится не только этот плагин, но также еще какой-нибудь плагин из как раз таки Vue Loader. Поэтому тоже общепринято кидать его в объект и далее уже импортировать, ну то есть в константу заносить не только этот плагин, а возможно еще какой-либо другой. Дальше мы с вами в Plugins пропишем New Vue Loader плагин. Теперь сохраним и попробуем запустить npm run dev. Итак, у нас запустился наш dev-сервер, и сейчас уже у нас нету ошибки. Но если мы с вами посмотрим в консоль, то обнаружим следующее, что у нас не найден Vue компонент. И давайте разберемся, почему так происходит. Перейдем в файл index.js. На самом деле все происходит по одной простой причине, потому что в данном случае мы делаем require view. Нам же нужно указать здесь путь. View, dist, далее файл view.js. В таком случае ошибки у нас уже не будет. Но чтобы каждый раз нам не прописывать вот этот вот require и полный путь до нашего view, то лучше сделать alias.
Alias мы можем делать webpack base config. Для этого давайте снова остановим наш сервер, поскольку опять же мы лезем в настройки конфигурации веб-пака. Дальше все, что нам нужно сделать, это после наших модулей подключить alias. Alias у нас прописывается в result. В принципе, точно так же, как мы это делали в предыдущем видео. Здесь нам нужно указать resolve, далее alias. И в alias у нас будет ярлык view со знаком $. И далее мы пропишем к этому view путь, чтобы в дальнейшем его нигде и никогда не прописывать. То есть то же самое делается на самом деле и для jQuery, и для ряда других библиотек, которые мы постоянно подключаем, где-то их используем и так далее. То есть задаются как раз таки алиасы для того, чтобы упростить нам жизнь и каждый раз не прописывать полноценный путь. Теперь давайте запустим npm run dev. И если мы сейчас посмотрим консоль, то увидим, что у нас уже нету такой ошибки, при этом мы все так же делаем require view. Далее все, что нам нужно сделать, это инициализировать view. Для этого зададим новую константу, назовем его app, далее пропишем new view. И все, что нам нужно будет сделать здесь, это указать один параметр L. То есть какой именно элемент мы будем инициализировать. В данном случае мы будем инициализировать ID-шник app. Дальше мы перейдем в индекс HTML и давайте где-нибудь здесь зададим ID-шник app. Таким вот образом. Далее закроем его после футера. Теперь мы уже можем вызывать полноценно наши компоненты, используя то название, которое мы передавали здесь. То есть, например, example component, мы можем вызвать его, ну, например, прямо здесь. То есть точно так же прописать его. И теперь, как мы видим, у нас вставился webpack, и webpack уже из example component. То есть тот webpack, который мы, точнее тот h1, который мы вставляли здесь. И здесь же мы можем пользоваться всем тем, чем мы всегда пользуемся в стандартных Vue.js компонентах. То есть мы можем использовать полноценный скрипт, использовать полноценно style, template и так далее, подключать сюда также пак, например, и вообще пользоваться любыми преимуществами темплейта. Давайте в данном случае выведем webpack message и далее здесь укажем с вами message. И здесь мы объявим message, которая по дефолту, ну, пускай будет null у нас. А далее создадим created, в котором this message у нас будет равно hello component. Также у нас работает наш reload, то есть у нас автоматически все релодится в зависимости от того, что мы меняем здесь. Теперь давайте разберемся с различными плагинами и, в принципе, библиотеками. И первое, что мы подключим, это Store, это Vuex. Для этого давайте перейдем в новый bash и пропишем уже. Ну, я единственное, что здесь изменю, это не Vue допишу, а Vuex. То есть npm install Vuex --save. Vuex это то место, где мы можем хранить, в принципе, любые данные. То есть, если мы, например, здесь в компоненте example выводим, например, сообщение hello component, то давайте теперь представим, что у нас будет, ну, компонентов там 50 либо 60. И в большинстве из них мы будем выводить сообщение hello component. И теперь давайте представим, что в 30 компонентах нам нужно будет изменить сообщение hello component, например, на просто hello. Нам придется открывать все эти 30 компонентов и менять там это сообщение.
И store нам как раз таки позволяет от этого избавиться. То есть мы вот это вот сообщение hello component мы с вами будем хранить в неком store, в неком хранилище. И дальше мы его будем вызывать во всех наших компонентах. И в случае, если мы, например, захотим поменять это сообщение, то мы просто перейдем в store, один раз его там изменим, и оно автоматически изменится у нас во всех наших компонентах, где мы его вызываем. И на самом деле такое можно делать не только с сообщениями, то есть со стеком, это можно делать также с геттерами и с сеттерами. Ну, сейчас мы, в принципе, совсем разберемся, создадим новую папку, которую назовем store. В файле store у нас будет файл index.js. И теперь нам нужно этот store импортировать в наш главный файл index.js. Для этого сразу же после инициализации view мы пропишем import store from store. Здесь можно указывать index.js, можно не указывать. Webpack сам, в принципе, это все поймет. И опять же, есть два способа подключения. То есть мы либо можем подключить так, либо мы можем подключить вот так. Но в данном случае нам нужен именно первый способ, поскольку store – это хранилище, которое мы должны инициализировать во Vue.js. Поэтому здесь, помимо всего прочего, мы должны прописать точно так же store. И здесь, опять же, мы можем указать store, но поскольку мы используем синтаксис ES6, мы можем опускать значение store до обычного store, поскольку значение и ключ совпадает. Далее перейдем в index.js уже store. И все, что мы сделаем здесь, это сделаем точно так же. Import view from view. Здесь опять же мы прописываем просто view, поскольку мы уже сделали с вами alias. И import viewX from viewX. А здесь уже для viewX нам alias не нужен, потому что с ним мы уже так глобально не работаем, как, например, с Vue.js. Далее мы обращаемся к нашему view и прописываем так, единственное не API, а use. И передаем, что именно мы будем использовать. В данном случае мы с вами импортировали viewX, и использовать мы будем именно viewX. Дальше пишем export default. В принципе, нам всегда нужно прописывать export. Дальше обращаемся уже к viewX, который мы импортировали. И у viewX пользуемся методом store. Далее в store мы как раз таки можем что-либо передавать. Но единственное, многие передают в store сразу же весь store, то есть state, мутации, там экшены, геттеры. Но я считаю это неправильным, потому что правильным использовать именно модули. Потому что модули как раз таки дают расширяемость. И для того, чтобы использовать модули, мы должны создать файл example.js. Далее мы должны с вами импортировать этот example. Например, прописать import example, скопируем это from example. Теперь в модулях мы можем просто прописать example, и каждый последующий модуль мы будем прописывать просто через запятую, каждый получается наш новый модуль. Теперь перейдем в наш example.js. Export default. У нас по умолчанию есть state, где мы храним какие-то данные. Есть также mutations, где мы изменяем наш state. Есть actions, где мы точно так же изменяем наш state, но главное отличие экшенов и мутаций в том, что в экшенах мы можем делать асинхронные действия. То есть как-то работать, там, например, с отправкой данных, получать данные и так далее. А мутации в этом плане, они только изменяют state, в них не поддерживается асинхронность. Но это все делается для безопасности в первую очередь. И далее геттеры. Что мы можем теперь сделать? Как мы можем сейчас использовать геттеры и state отсюда? На самом деле точно так же очень просто. Мы просто переходим в наш компонент, смотрим, у нас здесь есть message. Соответственно, берем наш message, переходим в state, прописываем здесь message. Message у нас будет равен hello. И далее нам нужно сделать getter. То есть, например, get message.
в getMessage мы уже должны передавать state, поскольку к state мы будем обращаться. Далее мы возвращаем наш state и наше сообщение, то есть наш message. Теперь к state мы можем достаточно просто обращаться из любых наших компонентов, потому что мы это все дело объявили как раз таки на этапе инициализации, поэтому сейчас мы можем сделать все вот таким вот образом. Мы можем просто прописать this, дальше обратиться store, дальше обратиться к тому, к чему именно мы обращаемся в store. В данном случае мы обращаемся к getters. Пропишем здесь getters и далее к какому именно геттеру мы обращаемся. В данном случае мы обращаемся к геттеру getMessage. И если мы сейчас пропишем здесь getMessage, сохраним, и смотрите, у нас здесь было hello component, и сейчас у нас будет сообщение уже из Vuex, hello Vuex. Вот так вот просто мы можем использовать Vue.js. По такому же принципу устанавливаются роуты, устанавливаются все другие различные библиотеки. То есть в Index.js по схожему типу, как мы здесь писали в Vueuse Vuex, точно так же прописываются любые другие плагины и любые другие пакеты. И точно так же мы можем использовать Store, мы можем использовать все преимущества Vue.js и компоненты. Более того, мы сейчас можем, поскольку мы сейчас инициализировали наш app где-то здесь, то мы уже можем, например, сделать следующее. Например, поставить button. Button, например, у нас будет show view component. Далее мы можем прямо здесь, например, описывать клик. Вот таким вот образом. Но прежде чем зафиксировать клик, нам нужно, да, в index.js, то есть где у нас файл index.js здесь, нам нужно будет здесь объявить date. Далее сделать точно так же return. И давайте сделаем компонент, который у нас будет равен false. Но это опять же просто для примера показать то, что мы можем использовать не только компоненты от Vue.js, но мы с вами теперь уже можем использовать его и в HTML. То есть, например, здесь мы будем менять компонент не будет равен нашему компоненту, а example component мы будем делать if component. Давайте с вами проверим. То есть, видите, по дефолту у нас уже скрыт наш компонент, потому что если мы перейдем сейчас в index.js, то здесь у нас компонент в состоянии false. Как только мы нажмем на кнопку, у нас появляется наш компонент. Нажимаем, скрывается. То есть, помимо того, что мы можем с вами использовать теперь компонента, так мы можем в файле index.html использовать все преимущества Vue.js, преимущества именно в данном ID-шнике. Но у нас данный ID-шник прям везде, поэтому в каждой HTML-странице мы с вами теперь можем использовать Vue.js. И также можем использовать Store. Но на самом деле Store это такая вещь, которая является самой лучшей, которая в принципе есть в вебе. Даже происходило голосование между JavaScript разработчиками за 2018 год. И в этом голосовании за самый удобный и лучший инструмент победил именно Vuex. Даже Redux занял второе место. Vuex люди считают более удобным. С Vuex мы, кстати, тоже разбираемся очень подробно в курсе. Опять же, ссылка на этот курс будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. Можете поставить этому видео лайк, написать в комментариях, что вы думаете по этому поводу. И также подписаться на канал. Также, если у вас есть какие-то вопросы, можете тоже оставлять их в комментариях.